Всем привет, с вами Ксюша, и сегодня я вам покажу свою новую технику создания мрамора из венецианской штукатурки. Мы пошагово разберем этот метод нанесения, и я поделюсь секретами, которые позволят вам повторить этот результат самостоятельно. А еще у меня для вас подарок – возможность выйти на новый уровень и взглянуть на декоративные покрытия глазами профессионала. О нем расскажу чуть позже, а сейчас приступаем к работе. Перед тем, как наносить венецианскую штукатурку, поверхность должна быть загрунтована и окрашена вододисперсионной краской. После ее высыхания берем наждачную бумагу и убираем крупную шагрень, которая осталась от валика. Для этого подойдет 240 абразив. После шлифовки берем влажную тряпочку и удаляем пыль со всей поверхности. Грунтовать краску не нужно, просто хорошенько протираем ее. Готово! Теперь приступаем к нанесению венецианской штукатурки. Материал я уже заколеровала в темно-серый цвет при помощи черного колоранта с небольшим добавлением красного. Первые слои в этой технике создаются классическим способом нанесения венецианской штукатурки, то есть вся поверхность заполняется тонким слоем, разнонаправленными движениями. Ничего сложного тут нет. Под малярной лентой у меня скрыты золотые молдинги, которые были частью декора в прошлом видео с зеленой глянцевой картой мира из обычной шпаклевки. Чтобы не снимать тот фактурный декор, я просто замотировала вершины островков 120 абразивом, углубление фактуры заполнила полимерной шпаклевкой, а после наклеила стеклохолст и покрасила его. Таким образом я получила качество подготовки поверхности Q3. Для венецианской штукатурки этого вполне достаточно. Закончили с первым слоем и теперь оставляем его до полного высыхания. Как я уже сказала, для этого декора необходимо определенное качество подготовки поверхности Q3. Когда я только начинала работать с декоративными покрытиями, мне казалось, что самое важное – это техника нанесения. Я могла часами отрабатывать каждое движение, экспериментировать с материалами, но каждый раз результат оказывался не тот, который я ожидала. Позже я поняла, что дело не только в том, как наносишь, но и на что наносишь. Подготовка поверхности – это фундамент, от которого зависит половина результата. Чтобы вы не совершали ошибок и не искали проблем там, где их нет, я открыла бесплатный доступ к 12 урокам моего курса. В них я объясняю логику выбора покрытия под различное качество стен и рассказываю, на что обратить внимание, чтобы декоративная штукатурка служила долгие годы. Досмотрев это видео, переходите по ссылке в описании. После этих уроков вы будете смотреть на стены глазами профессионала. Второй слой наносим с большим давлением, снимая материал практически на сдир. При колировке материала в темные насыщенные цвета важно не добавлять слишком много пигмента, чтобы он не ухудшил свойства связующего. Обычно допускается добавление до 10% жидкого пигмента. Важно понимать, что при нанесении нескольких слоев венецианки цвет постепенно набирает свою яркость, поэтому не пытайтесь сразу колировать штукатурку в максимально насыщенный оттенок. Нанесла второй слой венецианской штукатурки и даю ему высохнуть в течение суток. После этого приступаем к самому интересному, к созданию рисунка мрамора. Для этого нам потребуется белая венецианская штукатурка, которую я разложила по двум кондитерским мешкам. Теперь при помощи ножниц отрезаем у них кончик, у одного поменьше, у другого побольше. Отлично, беру тот, который выдает большее количество материала, и создаю первую крупную прожилку. Торопиться тут не нужно. Медленно ведем руку в нужном направлении и тихонько выдавливаем штукатурку. Далее берем ложку и слегка приглаживаем материал, формируя хаотичные контуры. Теперь меняю мешочек на тот, у которого кончик отрезан меньше. В такой работе лучше заранее составить план. Возьмите за пример узор с фотографий натурального мрамора, который вам нравится. Схематично нарисуйте стену на бумаге и далее перенесите рисунок мрамора на нее. Продумайте хотя бы направление основных самых крупных элементов мрамора. В дальнейшем можно перенести их расположение на стену при помощи белого карандаша или художественной пастели и выдавливать штукатурку, ориентируясь по этим линиям. Заполнила небольшой участок белой венецианской штукатуркой. Далее беру черную и набираю ее на кельму вот таким образом. Штукатурку я использую недорогую. Главное, чтобы она была акриловая, а не известковая. Переношу материал, стараясь распределить его равномерным слоем. Метод похож на то, как штукатурка наносится при создании карты мира. Укрыли линии и слегка разглаживаем материал.
Сейчас сильно на кельму нажимать не нужно, просто распределяем венецианку, чтобы она равномерно укрыла все пропуски. Кажется, что белый рисунок прожилок будет уничтожен после таких манипуляций, но это не так. Слегка пригладили и снимаем материал практически на сдир, тем самым мы вскрываем весь белый узор мрамора. Как вы видите, работа производится по-сырому, без шлифовки. Вся магия данного метода строится на специфических свойствах венецианской штукатурки, о которых можно долго рассказывать. Но двумя основными секретами в моей новой технике являются цвет и добавки в белый материал. Чтобы белые прожилки не успевали слишком сильно высохнуть и не портили декор при снятии черной венецианки с них, в белый материал необходимо добавить 5% замедлителя высыхания краски. Для этого я использую пропиленгликоль. Также, если белая венецианская штукатурка недостаточно пигментирована и у вас получаются блеклые прожилки после снятия черного материала, то необходимо в белую венецианку добавить белый универсальный колорант. Сделала крупную прожилку и теперь добавляю тонкие. Второй секрет заключается в цвете. Данная техника сработает при создании черного мрамора с белыми прожилками, но не будет работать, если мы поменяем цвета и попытаемся сделать белый мрамор с черными прожилками. Там нужен другой метод, который я покажу в одном из своих следующих видео. Техника в этом видео подходит для создания цветного мрамора со светлым рисунком. Делая серый, синий, красный, зеленый мрамор с белыми или практически белыми прожилками, этот метод работает. А так, ничего сложного тут нет. Это максимально простой способ создать красивый мрамор с натуральным узором без шлифовки и прорисовки. Сделали рисунок, и пока белый материал не высох, наносим поверх него черный. Сперва на сами прожилки, а потом на смежные черные участки. Укрыли все белые прожилки и теперь начинаем приглаживать. Два цвета взаимодействуют друг с другом, частично смешиваются и в глубине формируется натуральный узор мрамора. Именно сейчас механическим образом создается художественный результат. В данной технике раскрывается весь потенциал венецианской штукатурки. Заполнили участок равномерным слоем и далее снимаем материал, чтобы открыть рисунок. Как вы видите, прожилки получаются очень красивые, как будто они проступают из глубины камня. Это самый интересный этап данной техники. Скрыли рисунок, теперь очищаем кельму. Для того, чтобы, уплотняя нанесенную венецианку, не создать царапин и получить на поверхности хороший глянец, инструмент должен быть чистым. Первые подходы делаю без сильного давления на кельму. В дальнейшем можно постепенно усиливать нажим, чтобы венецианская штукатурка уплотнялась и появлялся глянец. Там, где с краю вот такие наплывы, их сразу тряпочкой убираем. Это поможет состыковать следующий участок без слишком сильно заметного стыка. Сейчас можно постепенно усиливать давление на инструмент. Таким образом мы создаем глянец, который еще больше усилится после нанесения воска. Уплотнила материал при помощи кельмы и теперь покажу, как состыковать с первым участком следующий. Рядом делаем узор белых прожилок, как я уже показывала, и далее укрываем его черной венецианской штукатуркой. Пока что делаем все по тому же принципу, как до этого. Работая на большой стене, лучше заранее продумать не только расположение прожилок, но и примерно спланировать, какими фрагментами будет заполняться вся стена. По размеру они должны быть в районе полуметра, максимум 1 квадратного метра. Так белые полосы не будут слишком сильно высыхать до момента их заполнения черным материалом. Если они сильно высохнут и материал подсхватится, то во время вскрытия узора кусочки белой штукатурки будут создавать дефекты в виде мелких борозд. Еще на результат влияет толщина белых линий. Там, где белый материал лег более толстым слоем, он высыхает медленнее. Эти участки получаются немного темнее. Это создает естественные переходы цветов. Открыли рисунок и теперь начинаем при помощи чистой кельмы его уплотнять. Во время этого процесса нужно корректировать стык участков. Видим вот такой наплыв и сразу стираем его влажной тряпочкой. После его удаления приглаживаем этот участок кельмой. Постепенно обрабатываем так весь новый фрагмент. Готово, и можно переходить к полировальной машине. Начинаю с тысячного абразива и двигаюсь на уменьшение.
Закончили с полировкой и теперь будем наносить воск для венецианской штукатурки. Набираю немного материала на шпатель и наношу на поверхность максимально тонким слоем. Делаю мазок и убираю воск на сдир. Если венецианская штукатурка уже имеет хороший глянец, то воск его усилит и плюс придаст цвету декора большую насыщенность и глубину. Нанесли воск и после его высыхания приступаем к полировке. Делать я это буду при помощи полировальной машины с меховой насадкой. За кадром я сняла малярную ленту с золотых молдингов, и теперь декор полностью готов. Мрамор выглядит шикарно. Новая техника позволяет добиться эффекта живого камня без сложной шлифовки и долгой прорисовки прожилок. Метод настолько простой, что в него сложно поверить, пока не попробуешь сделать такой мрамор своими руками. Когда-то именно эта магия декоративных материалов привела меня в профессию, и мне приятно знать, что мои ролики помогают вам открывать этот мир и решаться на собственные эксперименты. Но чтобы ваши результаты всегда были предсказуемыми и качественными, нужна база. Переходите по ссылке в описании и забирайте 12 бесплатных уроков моего курса. Это тот самый фундамент, на котором строятся все мои техники. Ну а на сегодня у меня все. Всем удачи, здоровья, пока!